Я рад приветствовать вас на канале Ренат Строит. А тем, кто видит меня впервые, добро пожаловать. И если вы не подписаны на мой канал, просьба подпишитесь, а также прожмите колокольчик о всех уведомлениях. Хочу поздравить вас с наступившим Новым годом. Пусть у вас все будет прекрасно, счастья, здоровья, всех земных благ. Мечтайте, достигайте своих целей. Пусть у вас все будет прекрасно. В одном из прошлых выпусков в комментариях был написан вопрос, мог бы я показать, как нужно правильно насаживать молоток. Способов на насадки молотка очень превеликое множество. А как делаю я, сегодня вы это увидите. Приятного просмотра. Как у любого мужчины, в моем арсенале есть разные виды молотков. К сожалению, молоток с деревянной рукояткой, как вы можете видеть, сломан. Его мы сегодня и будем восстанавливать. Отличающиеся между собой по разным параметрам. Сейчас перед вами расположены 3 молотка с деревянной ручкой, с пластиковой и с металлической ручкой обрезиненной иностранного производства. Приступаем к восстановлению. Первым делом нужно освободить посадочное место в самом молотке от остатков старой рукоятки. С помощью шуруповерта полностью высверливаю оставшуюся древесину в молотке. Рассверлив несколько отверстий, выбиваю остаток с помощью молотка и стамески. Готово! Оставшаяся часть от старой рукоятки выбита. И, кстати, насажена была старая рукоятка при помощи трубки. Выполняла эта трубка функцию клина. Как мы видим, молоток у нас полностью заржавевший. И следующим этапом мы должны очистить всю ржавчину с него. Установив насадку с наждачной бумагой на болгарку, удаляю всю ржавчину с молотка. За свою долгую жизнь этот молоток повидал многое. Об этом свидетельствуют глубокие раковины, которые не хотят вычищаться. Также на молотке есть выбоины, которые свидетельствуют о наполненных буднях этого молотка. Отшлифовывать до идеального состояния не буду, так как он дальше пойдет у меня в работу, а не на выставочную полку. С внешней стороны молотка ржавчина удалена, осталось зачистить посадочное место рукоятки. Там тоже, к сожалению, есть ржавчина. Ржавчину оттуда удалить можно несколькими способами, но я сложных решений не ищу. Просто взял наждачную бумагу, скрутил и возвратно-поступательными движениями ржавчину с посадочного места удаляю. Все вы это сейчас видите. С самим молотком все манипуляции произведены. Сейчас в работу берем саму рукоятку. Кстати, рукоятку желательно приобретать буковую или березовую из плотных сортов древесины. Наложив молоток на рукоятку, наносим разметку. По этой разметке нам нужно будет сошлифовать лишнюю толщину с рукоятки, чтобы рукоятка свободно заходила в посадочное место молотка. Так как специальных станков для шлифования у меня нет, я прибегаю к услугам все той же болгарки. Закрепив струбциной болгарку к столу, начинаю шлифовать рукоятку. В процессе шлифовки не забываю производить примерку рукоятки к молотку, чтобы не сточить лишнее
и не выкинуть рукоятку впустую. В процессе шлифовки стало понятно, что рукоятка для молотка у меня изготовлена из бука, что не может не радовать. Рукоятка и молоток готовы, сейчас нам понадобится еще кусок резины. Этот кусок резины я отрежу от испорченной камеры из колеса садовой тачки. Нам понадобится еще одна очень важная вещь, которую вы сейчас увидите. Для того, чтобы молоток лучше насадился на рукоятку, желательно использовать смазку. Готово! Молоток на рукоятку насажен. Осталось совсем чуть-чуть, чтобы пользоваться молотком по его назначению. Сейчас срезаем лишнюю резину, которая торчит. После того, как излишки резины все срезаны, нужно залить все имеющиеся щели, отверстия клеем ПВА, чтобы влага никакая не проникала вовнутрь, так как работать будем этим молотком на улице. Все пустоты клеем заполнены, и в таком вертикальном положении ставлю его до полного высыхания. Клей полностью высох, никаких пустот не осталось, это не может не радовать. Никакая влага, значит, вовнутрь между молотком и рукояткой не проникнет. А до полной готовности молотка осталось укоротить рукоятку под себя. Ну что, друзья, вот таким способом можно насадить молоток на рукоятку. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если вы это подвергаете критике, пишите свои варианты обязательно. Вот этот способ действительно рабочий, не первый раз так делается, все это прекрасно работает. Вот, почему я это показал? Да все просто, с помощью этого инструмента я работаю, вот он мне всегда нужен. К сожалению, все приходит в негодность, молоток свой отслужил, рукоятка сломалась, и как раз как бы был запрос, пожалуйста, попросили, я сделал. Также есть один способ интересный, как насадить топор на топорище, очень интересный. Кстати, если вам интересно, пишите комментарии, в комментариях я этот способ вам обязательно покажу. Вот, на этом мой выпуск подошел к концу. Пишите также, что вам еще интересно, чтобы я вам показал, рассказал, объяснил. Вот. Банька у меня строится, все будет дальше, все это будете видеть. На этом мой выпуск подошел к концу. До новых встреч, друзья, в новых выпусках. От себя хочу пожелать вам всего самого наилучшего, крепких и теплых домов, не болеть, не ловить всяческих вирусов. Еще раз вас всех с наступившим Новым годом, всех благ. До новых встреч, друзья, в новых выпусках. Пока-пока. С вами был Ренат.